Вы знаете, это очень вкусно. Вкусно, очень вкусно. Он действительно очень скрипит. Они такие нежные. А теперь переходим к следующему блюду. Не люблю, если честно говоря. Во-первых, это не шоколад. Пробуем. М. Всем привет! Когда люди думают о Финляндии, на ум обычно приходит традиционный финский молочный рыбный суп или лосось. Но если вы заглянете на традиционный финский стол, то у многих иностранцев в голове возникает куча вопросов. Почему финны завернули молочную кашу в ржаное тесто? Почему финский любимый сыр скрипит на зубах? Как обычная красная икра превратилась в закуску с луком и сметаной? И почему кровяная колбаса – это хит продаж? Но самое интересное, то есть десерт, узнают только те, кто досмотрит ролик до конца. Вы будете в шоке. Усаживайтесь поудобнее, будет вкусно и интересно, местами неожиданно. И обязательно пишите в комментариях, что бы из этого вы бы решились попробовать. А начинаем мы с вами нашу дегустацию необычной финской еды с традиционных карельских пирожков. Или, как говорят, карьялан пиракка. Карельский пирожок делается из тонкого ржаного теста, а внутри начинка либо рисовая молочная каша или картофельное пюре. Перед подачей их обязательно надо разогреть. Я быстренько разогрею их в нашем аэрогриле. Так, наши пирожки разогрелись. Вытаскиваем их. О, какие красивые, румяные получились. Карельские пирожки бывают двух видов. Картофелем, рисовой кашей, так скажем. Их не едят просто так. Их едят так называемым мунавой. Это сливочное масло и вареное яйцо. Мы накладываем эту смесь. Пирожок должен быть горячим, для того, чтобы масло подтаяло. Не жалеем этой смеси. И теперь пробуем. Какой вкус! Замечательно. Обожаю карельские пирожки. А теперь мы попробуем карельский пирожок с картофельным пюре. Также намазываем его яичной смесью с маслом. Ну и пробуем. Вы знаете, это очень вкусно. Я раньше не особо любила с картофелем пирожки. Предпочитала только рисовые. Но в последнее время обожаю и с картофелем. Это так вкусно. Нежное картофельное пюре, хрустящее ржаное тесто, яичная смесь с маслом добавляет дополнительный вкус и делает его таким сбалансированным. Получается полноценный бутерброд. Мы очень часто едим их на завтрак. А ели ли вы карельские пирожки? Пишите в комментарии. И какая начинка вам нравится больше. А мы переходим к следующему. Следующий наш сет в меню – это красная икра. То может быть обычнее красной икры. Все едят ее, наверное, как самостоятельное блюдо, да, в основном. Но финны были бы не финнами, если бы не придумали свой способ, как есть икру. Как едят икру финны? Для этого обязательно икра подается, к ней подается сметана и мелко нарезанный репчатый лук. Можно и простой белый, неважно. Ну и, конечно же, все это естся на черном ржаном хлебе. Первым делом мы собираем бутерброд. Мы накладываем сметанку. Сверху мы накладываем и корку, не жалея. Ну и все это посыпаем лучком. Вот так. Ну что, пробуем. Вот такой вот бутербродик закусочный у нас получился. На самом деле это очень вкусно. Лук придает какой-то другой вкус икре, что делает ее немного ярче даже, я бы сказала, вкус икры. Тимо, давай, твоя очередь пробовать этот финский деликатес. А мне нравится немножко другой способ. Берем сметанку, берем лук, берем икру и все это мешаем. И получается такая более-менее однородная масса. Потом берем кусочек хлебушка и сюда все накладываем в нужном количестве и кушаем. Красота. Ну да, можно и так подавать. Но так финны едят. Кто-то смешивает у себя в тарелке, а кто-то делает такой бутербродик, как я. Голосуйте, как вам больше нравится. И пробуйте. Главное, пробуйте. Я тоже продегустировал такой же вариант. Вот. Должен вам честно и откровенно сказать. Вкусно. Очень вкусно. Но я бы сказал, что вкуса икры я почти не почувствовал. То есть было все вкусно в комплексе, а самой икры как-то не хватило мне такого вкуса. А вы, дорогие зрители, пробовали есть икру таким способом? И нравится ли вам такой вкус икры? Делитесь в комментариях. А мы переходим к следующему сюжету. Следующий наш лот – это
финский королевский сыр. Похож внешне на обычную лепешку. Выглядит, да, как такой поджаренный омлет. На ощупь он достаточно как резина, а на вкус, сейчас мы попробуем. Это у нас лейпа-юсто, он же скрипучий сыр. В чем же уникальность этого сыра? Его выпекают в печи до вот таких вот до коричневых пятен, отчего он похож реально на хлеб. Во-вторых, у него абсолютно уникальная структура. Когда вы его жуете, он издает такой скрип на зубах. Отсюда и название. Но едят его теплым, обязательно с финским золотом. А финское золото – это морожка. Морожковое варенье, потому что вот такая вот баночка стоит 5 евро. Морожка – это редкая болотная ягода, которая растет в Лапландии. Ее называют северное золото. Так, а сейчас мы подогреем наш сыр. Сыр мы подогрели, и давайте теперь пробовать. Открываем. Кладем его, наше северное золото, на наш замечательный кусочек сыра. Ну и пробуем. Он действительно очень скрипит. Вот вы жуете, и он скрипит прямо на зубах. Но он очень вкусный. А морожковое варенье дает такую приятную сладость этому замечательному запеченному сыру. Пробуйте. Я показываю еще один вариант, как можно приятно кушать этот жареный финский сыр. Итак, для начала мы варим кофе. А дальше самое интересное. Есть такая финская традиция кофе сыра, когда вот этот жареный сыр добавляют в чашку с горячим кофе, когда этот сыр нагревается, он не размягчается. Дальше посмотрим, что будет. Сыр все-таки немножечко плавится и отдает часть своего вкуса и аромата чашке кофе. Да, я забыл сказать, что такой вариант употребления кофе с сыром распространен не во всей Финляндии, а в северных районах. Ну, например, в Лапландии. Это совершенно не означает, что прям вся Финляндия пьет с утра чашку кофе только с сыром. Дальше, когда немножечко сыр настоялся, кофе пьют, наслаждаясь ароматом сыра. Обожаю кофе. Замечательно. И после того, как кофе выпит, кушают эти кусочки сыра. Они такие нежные, прям нежнейшие. Сыр подтаял, стал мягкий-примягкий. Красота. Очень вкусно. Рекомендую. А теперь переходим к следующему блюду. Ну вот мы и добрались до самого вкусного, пожалуй. Это финские кровяные колбаски. Они родом из города Тампере, где, в общем, они являются фактически такой стрит-фуд, очень распространены. Ну и вообще во всей Финляндии их тоже очень уважают. Не все, но очень многие. А эти кровяные колбаски называются в народе рюнерит. Для приготовления этой колбаски используется свинина, иногда добавляют говядину, также ячменная крупа используется. Едят ее с брусничным вареньем. Ну что, это съедобно? Это очень съедобно. Это реально очень вкусно. Да, я вот как-то не особо люблю это. Это уже продукт на любителя. Красота. Рекомендую. Ну и пришло время перейти к десерту. Если вы думаете, что нам нечем вас удивить, то вы очень ошибаетесь. Итак, мямми. Что же это такое? Мямми – это традиционный пасхальный финский десерт. Он готовится из ржаной муки и солода, долго запекается в печи, и получается вот такая вот масса. На вид может быть немножко странно. Ну, попробуем. Значит, едят ее со сливками. То есть мы кладем себе в отдельную чашечку, каждый накладывает себе, заливаются сливками, желательно, чтобы были жирные, тогда вкуснее. Чем жирнее, тем вкуснее. Поливаем, ну и пробуем. Что сказать? Да, сказать очень, знаете, да, очень даже сложно описать. Вкус какого-то пригорелой немножко муки, какой-то мучной массы, только сливки их и спасают.
Сливки дают сладость, и поэтому спасают. Тима, давай ты попробуй и скажи, что ты скажешь на это. Я, конечно, маме не люблю, если честно говоря. Выглядит на самом деле это очень обманчиво. Кажется, что это какой-то шоколадный мусс. Пробуем. Но оказывается, во-первых, это не шоколад. Но я должен сказать, что это довольно вкусно. Определенно в этом что-то есть. Тима, как истинный фин, да, знает толк в финской еде. Первый раз, я помню, попробовала. Это было, конечно, совсем непривычно. Но сейчас, да, я, в принципе, это не могу сказать, что мне это нравится, но есть я это могу. Ну что, Тима, рекомендуешь? Да, рекомендую. Если не очень часто. Например, на Пасху. На Пасху. 1 раз в год достаточно. Отлично. И вот главный ингредиент нашего сегодняшнего видео. Это мороженое. Ну, не простое мороженое, а мороженое с лакрицей и салмияки. Ну, такое лакрица, наверное, знают многие. Особенно по детству, если пробовали пертусин от кашля. Он такой сладенький, да, потому что это корень солодки. Но финны пошли дальше. Они придумали салмияки. Салмияки – это, в принципе, та же самая лакрица, но с хлоридом аммония. То есть это солененькая такая штука, причем очень солененькая. Надо сказать, что большинство финнов просто обожают и салмияки, и лакрица. Но если это пробует какой-нибудь иностранец, особенно неподготовленный, выглядит это примерно как шоколад. Вот посмотрите. Ну, в данном случае это в виде мороженого, в виде добавки к мороженому. А так, салмияки, лакрица – это все, что угодно. Это могут быть конфеты, какие-то, что-то такое, плитки какие-то. Это очень все любят в Финляндии. Ну, не все, но большинство. Так вот, неподготовленный иностранец, ну, с ним может случиться какая-нибудь беда, если он вдруг это съест. Пробуем. Несмотря на мою любовь к финской кухне, я это терпеть не могу. Это есть невозможно. Давай я попробую. Так, ну что, смертельный номер. Кажется, нас уже ничем не удивить. Но попробую я еще раз этот продукт. Да, как-то очень смело, очень смело. Ну, с мороженым это очень хорошо. В принципе, если вы неплохо относитесь к лакрице, то с лакрицей вообще проблем нет. Я к ней уже так привыкла. А салмяки дает такую хорошую кислинку в данном случае, да. И, в общем-то, вот чисто конфету салмяки, наверное, съесть сложно. А вот мороженое с салмяки очень даже можно. В общем, если вы хотите знать, что такое салмяки, возьмите что-то вроде пертусина от кашля. Вот хорошенько это посолите и можете скушать с ложечкой мороженого. Эффект будет примерно одинаковый. Да, а я рекомендую. Пробуйте и почувствуйте себя истинным финном. Ну, вот такой кулинарный эксперимент у нас получился. Как видите, финская кухня вполне может удивить. Мы сегодня попробовали все, да, буквально. Карельские пирожки, необычайный способ подачи красной икры. И, конечно же, закончили это все любимым финским трэш-десертом салмяки. Напишите в комментариях, что из того, что вы видели, может быть, вы уже пробовали, и на что у вас хватило бы смелости попробовать, если вы еще не пробовали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного о жизни Финляндии и вообще много интересного обо всем, что вы видите вокруг. Пока-пока. Пока-пока. Эй, па.